Не взяла паспорт с собой. Это мой влог. Знаменитый CloudGate. Знаменитый CloudGate. Все потому что я мужчина в этой стране. Потому что право черных, конечно. И у черных женщин вдвойне больше. Слова в квадрате. 30 тысяч раз просто, они все будут. Вонь здесь просто нереальная. Всем привет! Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Настя, мне 19 лет, и я работаю танцором в цирке. Так как уже почти 2 года я живу в Америке, и моя жизнь связана с цирковыми гастролями и переездами, то в этом видео я вам покажу, как мы переезжали из Хьюстона в Чикаго, о том, какие забавные ситуации у меня произошли за время нашего путешествия. Также вы сможете увидеть очень много интересных мест, которые я вам советую посетить в будущем. Если вам интересно побольше узнать о моей жизни, то внизу под этим видео я оставила ссылку на свой Инстаграм и Фейсбук. Ну не будем долго тянуть. Погнали! Check the mic and make sure it sound right, boys. Сейчас хочу вам побольше рассказать о месте, в котором я живу. Не просто квартира, как вы можете понять по вот этому окну, это дом на колесах, либо трейлер, как это называется. Особенность трейлера в том, что когда вы куда-то переезжаете, вам нужно все убирать с поверхности, потому что если этого не сделать, из-за того, что он будет шататься, это все будет валяться где попало, если это не убрать. Также нужно завязать все дверцы, потому что они имеют способность открываться, и могут появиться новые окна в стене, например, либо вентиляционные отверстия, и их заделать очень трудно. Нужно убрать все стекло, потому что, например, я как-то раз решила, что не нужно мне убирать соевый соус с последней полочки, не нужно завязывать полочку, я этого не сделала, соевый соус был везде. А так как вот эта часть моей комнаты задвигается вовнутрь, то он был и под кроватью, а это действительно очень трудно было отмыть. Поэтому, если вам предоставится возможность жить в трейлере, пожалуйста, вспомните это видео и не повторяйте моих ошибок. Так, друзья, цирк уехал, клоуны остались. Так как у нас билеты аж на 5 утра, мы решили не снимать отель и просто провести день в Хьюстоне. Покажу вам сегодня много всего интересного про Хьюстон. Так, мы решили, что нашей первой точкой остановки в Хьюстоне будет музей.
что осознала тот факт, то, что я не взяла паспорт с собой. Все хорошо. Все хорошо, класс. Да, тоже все хорошо. Как можно было не взять с собой паспорт? Вот она, героиня этого влога. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. В поисках утерянного паспорта. Гол! Так на самом деле выглядит Хьюстон не в центре. Очень много людей, которые бездомные, и они, по словам американцев, просто не хотят работать и начинают курить крэк. Ну, как бы умирают потом вот так вот. То есть это страна возможностей, и здесь можно все, ты можешь работать кем угодно и зарабатывать нормальные деньги, просто главное желание, тебе государство все даст. Мотивационный блог от Настюшки. Все прошло отлично. Оказывается, во внутренних переездах не обязательно иметь с собой синенький паспорт, загранник. Можно просто обойтись даже с украинским ID. В общем, это мой скраб, который я купила накануне вылета, и людям не понравилось то, что он странной консистенции, поэтому его сейчас будут проверять. Прикольно. Мы решили немножечко отдохнуть на часах 2 часа дня, так как у нас в отеле уже включен ресторан, мы решили прийти сюда типа позавтракать. Ну и, конечно же, мы решили поесть очень вкусно. После нашего позднего завтрака мы решили, что нам стоит поехать в центр. И добраться туда можно как на метро, так и на автобусе. Это вообще без проблем. Все на самом деле очень легко. Либо пешком, либо на такси, либо на велосипеде, либо на собаках, либо на хомяках.
что, Игорь, тебе Чикаго нравится больше, чем Хьюстон? Я не знаю, что такое Хьюстон, я забыл его просто. Его нет в моей памяти. Его нет в моей памяти. Очень большой фишкой центра является то, что метро проходит сверху, и это добавляет немножечко атмосферы. Иногда складывается такое впечатление, будто бы я нахожусь в Готэме. Вот почему-то у меня такие ощущения. А вот это место мне точно напоминает сцену из фильма, когда у Бэтмена убили его родителей. Нашей следующей точкой будет самое большое озеро в мире. И если вы знаете, какое самое большое озеро в мире, то пишите в комментариях, и первым, кто напишет, я отправлю что-нибудь из Америки. Интересной особенностью Чикаго является то, что, гуляя в центре города, здесь достаточно душно и жарко. Но если вы хотите пойти прогуляться на набережную, обязательно берите с собой кофту, потому что я сейчас себя чувствую, как вот этот парень из видео. Пец на улице Дубео. Просто холодео, замерзео. В общем, что могу сказать в целом, очень приятный вайб в этом городе. Люди занимаются спортом, бегают со своими собаками. В Хьюстоне, к сожалению, такого... В Хьюстоне, к сожалению, такого нету. Достаточно угрюмо. В основном офисные клерки там живут, и город работает только до 5 часов или даже до 4 часов вечера. То есть, когда мы туда приехали, там было абсолютно пусто, и мне кажется, что даже не в карантинное время город живет...
Jump inside. Так, мы решили зайти вот в очень интересный магазин. Это крутом такой. Hello, good, how about you? Yes. For work. To use it this way. Yeah, окей. Значит, это вапорайзер. То есть ты можешь просто поставить жидкость вовнутрь и спокойно курить себе в любом общественном месте, и тебе никто за это ничего не скажет, потому что это legalized. Получается. Конфетки с CBD. Каратомом. Пожалуйста. And then we also do ship and order online too. Those my favorite. Эта женщина сказала, что вот это ее любимое. Так что, Сенечка, как бы жди. В общем, как мы поняли только что из изложения Игоря, кротом — это определенная лечебная трава, которая легализирована в Америке. И здесь есть вот такие магазины, в которых вы можете приобрести кексы, таблетки, масла, я так понимаю, даже мыло с травой. Эта трава помогает людям успокоиться, расслабиться, заснуть. И ее очень советую для людей, которые постоянно сидят в офисе, для того, чтобы успокоиться и релакснуть вечером. Но следующей нашей точкой будет вот эта капля. Так что погнали! Друзья, еще вчера я стояла на этом же месте в шортах и в лонгсливе, а сейчас я стою в ботинках, теплых штанах, курточке и худи. Поэтому, когда вы будете ехать в Чикаго, обязательно возьмите с собой вещи на все случаи жизни. И паспорт. И паспорт. Пошли. Легенда, похоже. Этой Cloud Gate особенностью этой инсталляции является то, что она состоит из 168 листов металла, которые идеально отполированы между собой, и создается впечатление, будто бы это один сплошной бок. Еще одной достопримечательностью Чикаго является Букингемский фонтан. Я ожидала здесь увидеть нереальные струи, которые бьют 174 метра в высоту, прекрасное световое шоу, но, к сожалению, мы находимся здесь в зимний сезон, и сейчас этого всего нет. Но интересный факт. Лошади, которые окружают этот фонтан, символизируют штаты, которые окружают озеро Мичиган. Странным фактом является то, что большинство бездомных людей в Чикаго это черные. Даже не то, что большинство, а все, которых я видела, они черные. И я не понимаю, как это работает. Почему именно эти люди? О, жесть, как тут воняет. Хочу остановиться на этом моменте. Я увидела действительно большое количество бездомных людей, как в Чикаго, так и в Хьюстоне, и я не понимаю, почему эти люди ничего не хотят менять в своей жизни. Вот для меня это всегда было удивительным вопросом. Почему, если людей что-то не устраивает, они не хотят это просто изменить? Поэтому, ребята, если вы хотите что-то изменить и вас что-то не устраивает, то вперед. Потому что никто другой не будет жить вашу жизнь вместо вас. Она принадлежит вам. И только вам решать, как вам хочется ее прожить.
Итак, чем же популярна эта чикагская пицца? Ее особенность в том, что она сделана на супер тонком тесте, которое как будто бы повторяет форму глубокой тарелочки. И там невероятно огромное количество начинки, и это все безумно вкусно. Изначально эту пиццу придумали в ресторане Уно, два брата. Но также у нее есть двойник, пиццерия Дуо. Цена за пиццу ларж размера, это супер большой, составляет $29. И вроде бы звучит как бы дорого достаточно. Но мы втроем, включая Игоря, который ест реально очень много, ели ее 2 дня. I think Sunday or Saturday. Because Sunday and Saturday we have Saturday 2 shows, Sunday 3 shows. Oh, you have 3 shows. What time are the shows on Sunday? At Sunday, Я не буду есть как культурный человек. Это очень вкусно. Это прям потрясающе. Все. Это был прекрасный уикенд. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить колокольчик, потому что уже в следующем видео я расскажу вам о бэкстейдже цирка. Поставьте лайки и до скорых встреч, мои любимые подписчики!